Два талантливых дизайнера, погрязшие глубоко во лжи, готовые на все ради любви, ради счастья одного и того же человека, сводя свой разум с ума. Так в чем же их разница? На этот вопрос дал ответ новый 23-й эпизод 6-го сезона Леди Баг Суперкот «Груз Нанси». И этот ответ далеко не воодушевляющий. Маринет стала тем, кого клялась остановить. Такого серьезного конфликта внутри главной героини Маринет мы никогда не видели. И именно поэтому определенно и точно нам нужно серьезно поговорить. За баллон валерьянки огромная благодарность подписчикам Бусти и особенно Мега Милк и остальных Убер-бустеров за особую поддержку. Ну а мы не начинаем, а продолжаем видеть, как Маринет в неготовности выйти из бесконечной лжи закапывает себя все глубже. Просьба Адриана из прошлого 22-го эпизода Леди Хаус нарисовать Маринет доброго и любящего его отца Габриэля стала полной катастрофой для ее ментального состояния. Таковым его теперь видит Адриан, таковым его не может видеть Маринет. Создавая бесконечный образ доброго и героического Габриэля Агреста, она заставляет всех лгать Адриану, дабы не ранить его сердце, абсолютно при этом понимая, что правда всплывет наружу. И она будет горькой. И она ранит Адриана. И это будет очень и очень печальным моментом. Все попытки скрыть письмо и жить с этим грузом всю жизнь не увенчались успехом. Она сама достает это письмо и готова сказать Адриану правду. Но что же все-таки не так? Каких последствий она боится? Увидеть слезы Адриана? Увидеть разрушение его отношений с Натали? Или боится разрушить его и свои иллюзии прекрасной жизни? Вот эта тема гораздо интереснее. Что если я вам скажу, что автор этой серии намекает нам на то, что Маринет и Адриан не будут вместе до конца своих дней? Что вся их прекрасная любовь – это мгновение, а не нерушимые узы? Неужели авторы готовы пойти на это и поставить крест на Адринет? Вот уже в финале этого сезона? Вы скажете нет, ведь Адриан и Маринет нерушимый союз, создававшийся очень многие годы. Но я вам скажу, ce mercure ne sépare. Эта стена, которая нас разделяет. Именно эту фразу сказала Маринет, и эта фраза преследует дуэт наших героев уже много лет. Ведь это название очень давней официальной песни для мира Леди Баг. И в ней поется о невозможной любви между безумно сильно влюбленных друг в друга наших героев. Между нами всегда была и будет стена. Будто тайные личности, будто внешние угрозы, будто ложь, живущая в их любовной истории. Но существует ли она на самом деле? Если Маринет хочет, чтобы их история была основана на настоящей любви, то каким образом она представляет эту жизнь в окружении бесконечной лжи каждый день? Правда, Габриэля травмирует Адриана. Да, ему будет больно, но Маринет будет рядом, чтобы его поддержать. Именно это ему и нужно будет в тот момент. Точнее, это все, что ему будет нужно в тот момент. Правда и любовь. Но что если правда скроется? Но вместе с этим скроется и ложь Маринет, той, которая все знала, но ничего не сказала. И утаивала правду от любимого человека все это время. Этот человек станет в глазах Адриана главным предателем. И это подтверждает Алия. Она лично пережила подобный опыт, когда узнала, что ее сестра Нора не совсем родная ее по крови сестра. Но не столь важен этот факт, как тот, что кто-то решил, что скрывать столь важный факт от Алии – это для ее же блага. Вот это гораздо больнее правды. В итоге Маринет осознает, что если она не может рассказать Адриану правду об его отце, то ей лучше будет с ним расстаться. Она пыталась сказать правду, пыталась сделать это дважды. Во время битвы она хотела, чтобы Груз Нанси применила свои силы на ней, дабы Леди Баг смогла потерять любовный барьер, прибежать к Адриану домой и высказать суровую правду в лицо. Увы, Суперкот спас ее от этой затеи. Вторая попытка была сделать это самостоятельно и осознанно. Аля подталкивает свою лучшую подругу слушать свое сердце и сделать правильный шаг, но Маринет не смогла. Ей не дал это сделать Габриэль. Наверное, последний шанс был упущен. Конечно же, это сложнейший и интереснейший конфликт внутри Маринет за весь сериал. И как же шикарно это обыгрывает данный эпизод. Ответьте на один вопрос. Кто что-либо запрещал Адриану в его жизни, пытаясь контролировать его мировосприятие? Кто это делал ради любви, чтобы не ранить мальчика, каждый день кормя его ложью и надеждами? Ваш ответ верный. Маринет собственной персоны. Стать тем, кого клялась уничтожить? Добро пожаловать во взрослую жизнь, Маринет. Маринет не победила Габриэля и Монарха в финале 5-го сезона. Она просто стала им. Какая разница, какими способами достигать цель, если и у Габриэля, и у Маринет она одинаковая? Сделать Адриана счастливым, скрывать правду, ведь пока правда скрыта, она существует только внутри них. Болезненно, невыносимо ужасно, но живет. Их безумно сильная любовь стала их бременем. Габриэль не пришел к своему счастливому финалу с сыном. А почему Маринет, следуя этим же путем, должна это сделать? Надежда на то, что в финале сезона нас не будет ждать эмоциональное стекло и опустошение, равны нулю. А ведь как могло бы быть? Это показано в этом же эпизоде в лице Норы
Норой и Бренди, являющимся прекрасным украшением мира Miraculous. Давно не испытывал такие теплые чувства к новым любовным дуэтам этого сериала. Нора и Бренди не кринж. Такая простая, но очень классная у них история. В сердечке сильной и нерушимой скалы под именем Нора появилась щель, через которую смог пройти Бренди и покорить ее. Даже сама аккуматизация — это следствие не конфликта, ссоры или подобного, а печали за то, что с появлением в ее жизни столь важного человека, жизнь ее и ощущение этой жизни изменилось. Но главное не делать поспешных действий и просто довериться этой самой любви. Любовь победила аккуматизированную грусть Нанси. Это прекрасный сюжет. Финал 6-го сезона мы сможем лицезреть уже совсем скоро. Чтобы уж точно ничего не пропустить, я приглашаю вас в мой телеграм-канал. И нет, я не хочу, чтобы это звучало как реклама. Я просто делюсь там самыми свежими новостями мира Miraculous, а самое главное — своим творчеством. Анонсами больших видео, теории 6-го сезона, мемы, намеки на нечто большее и все остальное. А еще я там выложу своего котика. Ради котика стоит подписаться. Ну и да, если вам нравится мое творчество и у вас есть желание со мной лично общаться, не потеряться, то я вас ожидаю в своем телеграм-канале по ссылочке в описании. Также не могу не упомянуть Алю, которая вступает в игру ее лучшей подруги, проиграв прошлый раунд. Вспоминая 11 эпизод «Разоблачитель», сразу вспоминается сцена, где Аля узнает о той самой лжи Маринет, и это явно ее не радует. Не сам факт того, что Габриэль был монархом, а то ложь, которая кормит всех Маринет. Ломающееся самообладание Маринет в этом вопросе видит Аля и начинает вновь подозревать, что все-таки с этим Габриэлем и его героическим поступком что-то не так. И находит бесконечные несостыковки. И если она хочет помочь подруге, то ей нужно узнать правду. А правду она может узнать. Не забываем, что наша любимая Лиса Рена Руж — это ходячий шпион и детектив. И это классно обыгрывается в сцене, где она использует силы Лисы, проецируя ту самую битву Габриэля с монархом, где первый одержал победу ценой своей жизни. Проецирует, пока не осознает окончательно, что это полный бред. И это последняя надежда у Маринет. Если, или точнее, когда Аля узнает правду, это может стать последним шансом на хотя бы не бесконечно болезненный финал между любви Адриана и Маринет. Держим за это кулачки. Даже особо не хочется комментировать то, о чем хочет сказать нам этот эпизод и весь 6-й сезон Леди Баг. Это невероятно интересная тема, которая наполняет мое сердце надвигающимся опустошением. Поэтому я настоятельно рекомендую заценить вам данный эпизод. Ведь, как по мне, на данный момент это лучший эпизод сезона, который продолжает тяжелую и для любителя Адринета болезненную тему, скрывая в себе и классные детали, помимо отсылки на первую песню. Габриэль Агрест и талисман Павлина. Эпизод нам раскрыл ту деталь, что Габриэль нашел его не случайно вместе с камнем мотылька и книгой чудес, а целенаправленно. То есть эта информация снова и вновь приоткрывает занавесы прошлого. Многовероятно, первой находкой в руках Габриэля была именно книга чудес. И узнав оттуда информацию о талисмане Павлина и его способностях, начал целенаправленно поиски именно его, попутно найдя на тот момент еще бесполезный талисман мотылька. Классная деталь, которую нужно запомнить. Как вы считаете, насколько трагичный будет финал сезона? Мы только начали наслаждаться Адринетом, а тут... поживем увидим. Делитесь обязательно своими мыслями по этой теме в комментариях и о том, понравился ли вам новый 23-й эпизод «Грусть Нанси». И напоминаю, что мы уже на пороге финала сезона, и конфликт внутри Маринет, который начался еще с лондонского спешла, скоро придет к своему финалу. Насколько этот финал будет сокрушительным, узнаем уже скоро. А дабы 100% ничего не пропустить, подписывайтесь на мой канал и поддержите выход новых видео своим чудесным лайком. А я прощаюсь ненадолго. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч!